Всем привет, это Дмитрий Пименов, добро пожаловать в Осаку. Вот такая вот опять лапша. Это старый самурайский замок. Вот это типичный бизнес-отель в Японии. Причем, кстати, не дешевый. Номер стоит больше 100 евро. А вот смотрите. Вот эта малюсенькая комнатка. То есть практически ничего здесь нет. Только кровать. Вот кровать. И все. То есть даже прохода нет никакого. То есть реально кровать. Какой-то малюсенький столик. И, собственно, все. Вот это вся роскошь. Ну, хорошо еще как бы телевизор там какой-то. Обычно даже если в таких отелях, то телевизор может вот там быть наверху где-то, чтобы можно было лежать и смотреть. А вот еще, кстати, туалет капсульного такого типа. Капсульного, потому что вставляется капсула, да, как бы сразу готовое решение. Тут все практически сделано из пластика, пол из пластика, там ванна вот эта вот маленькая. Но вот мне, чтобы зайти, мне нужно нагибаться, и потом только можно встать в полный рост, и то я уже буду фактически, вот у меня только ладонь проходит между моей головой и потолком. То есть, вот такая она Япония, рябята. В отеле практически традиционный японский завтрак, который обязательно включает в себя рис, мисо-суп, какие-то вот маленькие рыбки, рыбу, ну и там, по-моему, бамбук или папоротник, там, в общем, зелень, да, но это уже немножко так, отступление от традиций. Бон аппетит. Буду завтракать. Вот это Умеда, или еще этот район называют Киту. Это северный центр Осаки. Многие считают, что он является чересчур урбанистичным, и действительно в последнее время этот район был сильно перестроен. Здесь расположены офисы крупных корпораций, других компаний. То есть это такой бизнес-центр Осаки. Вот, кстати, нигде не видел, чтобы у Макдональдса Delivery доставка была. Ну, по крайней мере, не знаю, я не видел. Может, где-то есть. Интересно. И здесь даже есть каток. Конечно, этому катку далеко до тех, которые есть в России. Ну вот в Москве сейчас просто шикарные катки. Но тем не менее, учитывая, что Япония это все-таки страна, где за исключением северной части снег бывает довольно редко, то это большое достижение. И как вы видите, многие японцы очень даже неплохо катаются на коньках. Ну, некоторые, правда, не очень. Не знаю, как вам, а мне нравится Умеда, северный центр Осаки. Есть какая-то в нем позитивная энергетика, и этим он, пожалуй, привлекает. Вот в Японии вокзалы, конечно, внушают уважение. У нас все пытаются как-то там сделать, да, что-то вот, по крайней мере, берешь в Москве, да, вокзалы, Казанский, Курский, все что-то там обновляют, пытаются сделать, но никак не получается, потому что вокзалы у нас ассоциируются с бомжами, с нищими. А здесь вокзалы, я не скажу, что произведение искусства, но это центры притяжения людей. Сюда люди приходят отдыхать, делать шопинг, да, тут все оборудовано, ну вот как-то сделано так, что ты не ощущаешь, что находишься на вокзале-то.
какой-то классный шопинг-молл с такой изящной архитектурой. Не, конечно, если бы у нас Казанский вокзал выглядел так, или там какой-нибудь Курский, я бы, наверное, возрадовался за московскую железную дорогу. Вот это вот подземная, ну точнее не совсем подземная, это галерея, которая находится под железнодорожными путями. Все пространство японцы стараются использовать по максимуму. Везде магазины, какие-то галереи. Но это не удивительно, потому что места-то у них немного. Страна сама по себе небольшая, проживает 129 миллионов человек, не намного меньше, чем в России, а страна, сами понимаете, в десятки раз меньше, чем Россия. И более того, у них большую часть территории занимают горы. Поэтому живут они, наверное, всего где-то пригодное для проживания, может быть, процентов 30, да, там, территории страны. Именно поэтому у них и квартирки маленькие, и дома такие, как бы стоят впритык друг к другу, и каждый кусочек территории, каждый метр территории они стараются использовать по максимуму. Вот, кстати, интересные звуки светофоров, такие как будто кукушка, отмеряет, сколько осталось. Система транспорта довольно запутана. Вот я хотел купить не билет в метро, автоматы выглядят практически одинаково везде. А это, оказывается, JR, то есть железная дорога, да? Хотя цены на самом деле есть такие же, как и на метро, то есть вот 180 йен, 160 йен. Теперь нужно искать другое. Вход в метро. Хотя здесь на самом деле все рядом, легко запутаться. Так, метро у нас там. Идем туда. Вот я спустился еще на один уровень ниже, то есть здесь все многоуровнево, и теперь здесь находится как раз метро. Вот. Примерно такие же автоматы, но это уже метро. Так, мне нужно купить билет до Намбы. А Намба это у нас 230 йен. Окей. В Японии вот нужно вставлять билет сюда, значит, дальше проходишь и забираешь его. Потом, когда выходить, нужно точно так же вставить, и назад уже его не получаешь. Получается, на метро билет от 180, от 160 йен. То есть, грубо говоря, минимум где-то 80 рублей. А я сейчас еду за вообще 120 где-то рублей. Ну, не дешево, в общем-то. Вот видите, вагоны есть только для женщин. Только для женщин. То есть японки в свое время были недовольны тем, что, значит, когда переполненные, в час пик переполненные вагоны, да, и мужчины к ним прижимались, и, соответственно, есть вот эрия, места, где только могут садиться женщины, да, отдельно вагоны для них. Не знаю, мне кажется, в России такое нововведение не прокатило бы. Так, мне надо на Намбу, в сторону Намбы. Хорошо. Вот видите, все конкретно указано, везде очень много схем в Японии. Потому что японцы — это люди-система, они живут по разным схемам, инструкциям. И если нет инструкции, то они зачастую теряются. Вот здесь нужно вставать по двое. Please form two lines. То есть две линии. Ну, соответственно, я встаю на одну из них. Ну, вообще метро ничего особенного, конечно, вагоны. Просто вагоны сами по себе немножко такие смешные. Очень много рекламы. Но что объединяет японское метро и метро московское, это то, что все сидят в телефонах. И это мне не нравится.
У меня выдалось немного времени, свободного времени. Я решил посетить одну из достопримечательностей Осаки. Это старый самурайский замок, который находится за моей спиной. Замок был построен в 16 веке, но судьба не очень благоприятная, потому что он был несколько раз разрушался, потом горел неоднократно. Во время Второй мировой войны американцы его бомбили нещадно и разбомбили фактически до основания. Поэтому можно сказать, что это новодел. Но тем не менее он воссоздан, естественно, по тем чертежам и в соответствии с первоначальной задумкой. Поэтому просто стоит его посетить, потому что он, естественно, является олицетворением старинной японской архитектуры. И что меня интересует больше всего, это даже не сам замок, а тот потрясающий вид, который открывается с холма, на котором он расположен. Отсюда можно любоваться городом. Как и любое сооружение такого плана, замок стоит на холме, на высоком холме, и отсюда открывается просто шикарный вид на Осаку. Вот, во-первых, тут канал, который его окружает ров. И вдали вы можете видеть город, северную его часть, район Кита. И вот даже вдалеке, вот там вдалеке видны горы, которые находятся возле Киото. Вот здесь даже какие-то кораблики плавают, стилизованные такие. Ну, интересно. Здесь какие-то ужасные звуки. Это, короче, ребята, местное сражение самураев. Кендо. Да, не хотел бы я с этими ребятами на палках сражаться, и тем более, поскольку указано, что снимать там нельзя, что-то не буду я, наверное, продолжать. А то еще вытащат на татами. А крики продолжаются. Короче, там идет избиение. Вообще ужас. Вот это вид на район Кита. В вечернее время чем-то напоминает Москва-Сити. Ну, конфигурация немного другая, но также небоскребы, современные здания, офисы. Кстати, в Японии контролирует сейчас инспекция, чтобы не было переработок, потому что довольно большое количество смертей от переработки, так называемой коррозии. И японское правительство, значит, обеспокоилось этой проблемой, и есть сейчас ходят специальные комиссии, да, которые проверяют вообще, соблюдают ли условия трудового законодательства. Так вот, корпорации договариваются с этими комиссиями, и, допустим, когда ходят проверяющие под окнами в определенное время, свет выключается, а сотрудники все равно работают внутри. Как только определенное время проходит, они опять включают свет и работают дальше. На самом деле доходит до маразма, то есть люди работают вообще в крупных корпорациях там и до 12 часов ночи, и до 11. Ну, то есть японцы трудоголики вообще. Это не итальянцы и не мы. Так пролетело время в Осаке, пора возвращаться домой.